can take some elements of this seminar home. Я искренне надеюсь на то, что вы сможете взять некоторые элементы этого семинара домой. And become more aware of your dealings and association with others. И вы будете более чувствительны в своих взаимоотношениях с другими. Hare Krishna. To the last part of our seminar. Добро пожаловать на последнюю часть нашего семинара. We start with giving a very simple example of what relationship means in very practical terms. Мы начали с того, что мы описывали очень простых терминов, что означает взаимоотношения и что это значит. You have a potato, you have a knife and a cutting board. У вас есть картофель, у вас есть нож и у вас есть доска для нарезания. And you have a relationship between these three items. И между этими тремя предметами существует взаимоотношение. It's a relationship between the knife and the potato, but the relationship between the potato and the cutting board is a different relationship. Существует взаимоотношение между ножом и картофелем, и также существует взаимоотношение между картофелем и доской для нарезания, и они разные. And if you try to describe the relationship between these three different items, it would take up maybe 1 page or 2 pages. Если вы попытаетесь описать взаимоотношения между этими тремя предметами, то это может занять, может быть, 2-3 страницы. The knife has to be sharp enough to be able to cut the potato. Что нож должен быть достаточно острым для того, чтобы быть способным нарезать картофель. But it should not be too sharp and it becomes a dangerous instrument. Но он также не должен быть слишком острым, потому что тогда он становится уже очень опасным инструментом. And the cutting board has to be made of the proper wood. И доска для нарезания должна быть сделана из подходящего дерева. Should be very hard wood. If it's too soft, it's not very practical. The knife will get immediately stuck in the wood. You can't take it out. И дерево не должно быть слишком мягким, оно должно быть достаточно твердым, потому что иначе нож просто будет застревать в доске. So like this you can give a whole description. И так можно привести целое подробное описание этого. But in practical real life, it's a very simple thing. Однако в практической жизни все это на самом деле очень простая вещь. Take a knife, potato, and the cutting board, cut it. Просто It takes 1 minute. берете нож, берете картофель и просто режете. Это занимает 1 минуту. So like this, the Vedic scriptures, they give very, very lengthy descriptions about relationships. И точно так же ведические писания дают очень длинные, подробные описания того, что такое взаимоотношения. The relationship between the Brahmanas and the Kshatriyas, Vaishyas, etc. Взаимоотношения между браманами, между вайшами, кшатриями и так далее. And family relationships, of course. И, конечно же, семейные отношения. There's so many considerations related to etiquette. Существует так много различных вещей, которые необходимо учитывать в отношении этикета. You know, how the young people, what is their relationship with the seniors? Каковы взаимоотношения у молодых людей с их старшими? So it all sounds quite complex. И все это звучит достаточно сложно.
But once you know these principles, Но когда вы знаете все эти принципы, then in practical life it is very simple, very easy. тогда в практической жизни повседневной это очень просто, очень легко. The difficulty and complications begin because we are not aware of it, we don't know. Трудности и запутанность начинаются только вследствие того, что мы просто не знаем. Then it becomes very complex. Тогда это становится очень запутанным и сложным. The whole point is to become aware of these principles. Но суть заключается в том, чтобы просто осознавать эти принципы. And the most important principle is to consider in any relationship И наиболее важным является то, чтобы в любых взаимоотношениях учитывать, either between husband and wife and husband, неважно, между мужем и женой или женой и мужем, or parents and children, or children and parents, родителями и детьми, или детьми и родителями, between a teacher and student. между учителем и учениками. So many different types of relationships are there. Существует огромное количество взаимоотношений разных. The most important point to understand and to consider is that we are dealing with the conscious living beings. Но наиболее важный момент, который необходимо учитывать, это то, что мы всегда взаимодействуем или имеем дело с сознающими живыми существами. With human beings who have feelings. С живыми существами, которые сами обладают чувствами, эмоциями. They have desires. У них есть желания. They have expectations. У них есть какие-то ожидания. That's the most important to consider, to remember always. И это наиболее важно, что необходимо учитывать всегда. Because with non-conscious objects, it is very simple. Потому что с несознающими предметами отношения очень простые. Like this harmonium. Как с этой гармошкой. My relationship with the harmonium, very simple. Мои взаимоотношения с этой гармошкой очень простые. Just open it Я просто открываю ее and play. и играю. So, very simple relationship. Очень простые взаимоотношения. But if the harmonium could talk and think, Но если бы гармошка могла разговаривать и думать, it's not the same. то тогда это уже совсем другое. It might object, hey, wait a minute, you just played on me. Она стала возражать: подождите, вы только что на мне поиграли. Why again? Почему снова? I don't like the way you play on me. А мне не нравится, как ты на мне играешь. It becomes very more difficult. Тогда это становится гораздо сложнее. So this sometimes people tend to forget. И это люди иногда склонны забывать. They think people are harmoniums, Они думают, что люди — это гармошки. or potatoes, or knives. Или картофель, или ножи. And they tend to forget, no, they're all sentient beings. И они забывают. Нет, на самом деле они все чувствующие живые существа. A man is expert at his business. Человек искусен в своем бизнесе. He earns his money. Он зарабатывает деньги. He's expert in driving his car. Он искусен в вождении автомобиля. In his leisure time, he is a great carpenter. И он также великий резчик по дереву. He can make all the furniture in his house. Он может сделать любую мебель в своем доме. He's great in golfing. Он великий игрок в гольф. All these different things he knows perfectly. И он знает все эти вещи совершенным образом. Here is the ball. Ball. Вот мячик, Here is the hole. а вот дырочка. So the ball has to go into the hole, and then everybody goes volleyball. Когда мячик попадает в ямку, то все кричат «Харибол». If the ball ends up in the bushes, А если мячик заканчивает в кустах, he does not think that that's the fault of the bush. то он не думает, что это недостаток куста.
The bush just jumped out and grabbed my ball. Что куст выпрыгнул и просто схватил мой мячик. No, he knows it was my fault. Не, он знает, что это моя ошибка. He knows these things. Он знает. I hit the ball and it ended up in the bush. It's not the fault of the ball, it's not the fault of the bush, it's my fault. Я ударил по мячу, и он попал в кусты. Это не вина ни мяча, ни куста. If he drives and the car goes off the road, Если он ведет машину, и машина съезжает с дороги, he knows that was my fault. он знает, это была моя ошибка. I fell asleep, I was not, a little bit absent-minded. Ну, я просто заснул, я несколько был отвлечен. He will not think it was the fault of the road or the fault of the car or whatever. Он знает, что это не недостаток дороги или машины. He knows it was my fault. Он знает, что это была моя ошибка. But as soon as he walks through the door into his home, Но как только он открывает дверь и входит в свой дом, whatever his wife does or thinks, все, что делает его жена или все, что она думает, he immediately tends to think it's her fault. он немедленно думает, это ее недостаток. She doesn't behave according to my expectation. Она не действует в соответствии с моими ожиданиями. Not only wife or husband, but anybody. Не только жена или муж, но любой человек. We tend to expect that others should behave the way I want. Мы склонны к тому, чтобы думать, что люди должны действовать в соответствии с тем, чего я хочу. And if anything goes wrong, И если что-то происходит неправильно, because of my mistake, из-за моей ошибки, then I blame the other person. тогда я начинаю обвинять другого человека. That's the big difference И это уже большая разница. between between conscious or living beings and the non-living being objects. Между сознающими живыми существами и несознающими существами. But if the criteria would be, want what I want, Но если бы критерием было то, чего я хочу, then everybody would be millionaire. тогда каждый человек был бы миллионером. Things would be very simple. И тогда все было бы очень просто. I want something, it will happen. Я хочу чего-то, и это происходит. But unfortunately, that's not the criteria. Но, к сожалению, не таков критерий. I will get the reaction from people the way I deal with them. Я буду получать реакции от людей таким образом, как я с ними взаимодействую. Like I mentioned that one time one disciple pointed out to Srila Prabhupada that it seems that everybody loves you. Как я уже вспоминал, как один ученик упомянул Шри Прабхупаде, что Prabhupada replied, because I love everybody. Что кажется, что все любят вас, и Прабхупада ответил, что да, потому что я люблю всех. That's a reciprocation. Таковы взаимоотношения, взаимообмен. Of course, there are exceptions, we know. Конечно же, существуют исключения, мы знаем об этом. But most of the time, the majority of people we deal with, they simply react according to how the way we deal with them. Но в большинстве случаев реакция людей соответствует тому, как мы с ними обращаемся. So Vedic society means simply that you become aware of these factors. И ведическая система общества заключается в том, что просто человек должен осознавать эти вещи. You become very aware of these different elements of relationship. Он должен быть очень сознающим, осознавать все различные элементы взаимоотношений. Actually, philosophy means knowledge of relationship. В действительности философия означает знание о взаимоотношениях. Of course, many things you know already. Конечно же, многие вещи вы уже знаете. You're all great souls. Вы все великие души. But even for great souls, there's something to learn always. Однако даже великие души всегда чему-то учатся.
So we wait for our translator. Ждать нашего переводчика. What to do when you don't know what to expect from a person, but you are forced to associate with him. But you are forced to associate what to expect from a person, what to do when you don't know what to expect from the person, but you have to associate with the person. No, you have to know what to expect. Нет, вы должны... Что делать, когда не знаешь, что ожидать от человека, но вынуждены с ним общаться? Нет, вы должны знать, что ожидать. If there's nothing to expect, then there's nothing to expect. Если нечего ожидать, то значит нечего ожидать. But you have to know. Но вы должны знать. Otherwise, again, you will have wrong or false expectations. Иначе у вас просто будут неправильные ожидания. If you cannot expect anything, Если вы не можете ожидать ничего, no reciprocation, no exchange, никакого ответа, никакого взаимообмена, somehow you're being put together, так или иначе вас поместили вместе, then that's what you can expect. то это как раз то, чего вы можете ожидать. Then you are aware of it, and then you act accordingly. Тогда вы знаете об этом, и вы действуете в соответствии. It's very simple. Это очень просто. If you can expect more, Но вы можете ожидать больше. normally based on experience. И в основном это основывается на опыте. Then you're aware of that. Тогда вы знаете об этом. That's what I can expect. Вот это то, чего я могу ожидать. But you cannot demand, Но вы не можете требовать. you cannot force anyone Вы не можете заставлять кого бы то ни было to reciprocate. отвечать Unless you're superior, до тех пор, пока вы не являетесь старшим. like, parents, they have certain expectations from their children. Как, например, у родителей есть определенные ожидания от детей. But again, they cannot force. Но опять же, они не могут заставлять. If expectation is not happening, Если эти ожидания не оправдывают себя, then they should find out why, what's the cause, what's the reason, то тогда они должны выяснить, какова причина, в чем проблема. and then work on that, И затем уже работать над этим. rather than demanding by force. Нежели просто требовать ожидаемого силой. There are exceptions, of course. Sуществуют, конечно, исключения. Sometimes you have to pull the ear of the child. Иногда вам нужно потянуть ребенка за ухо, And there's really wrong behavior. когда он в действительности себя неправильно ведет. Give a little lesson. Тогда просто преподайте ему небольшой урок. So it depends, again, depends on the relationship, on the person. Это опять же зависит от взаимоотношений, от личности. But the point is, when you are aware of what you can expect, Но суть заключается в том, что когда вы знаете, чего ожидать, you're not disturbed by relationships. то тогда вы не обеспокоены взаимоотношениями. You will not feel disturbed. Тогда вы не чувствуете беспокойства. When you're not aware of it, Но когда вы не знаете, you expect something which is not realistic, might not be realistic, тогда вы ожидаете чего-то, что, может быть, не является реалистичным. you become disappointed, И тогда вы разочарованы. and so on. И так далее. Disturbed, Беспокойны. or angry, or agitated, whatever. Либо вы начинаете гневаться. If the translation of the Maha Mantra disengage me in the service, then we can just do different services. Why then chant 16 rounds of the Maha Mantra? Если перевод мантры, займите меня.
Если перевод мантры «займите меня служением», то можно делать разное служение. Зачем читать 16 кругов мантры? But there's also service to the holy name, no? Но это также служение святому имени. Not I render any other service Нет, я просто буду делать любое другое служение, except to the holy name. за исключением служения святому имени. It's not very good intelligence. Не очень хороший разум. But we must render service to the holy name Мы должны делать служение святому имени также. by chanting a certain amount of rounds. That's our service to the holy name. Повторяя определенное число кругов, это наше служение святому имени. This way we are calling out for Krishna. Таким образом мы взываем к Кришне. Please engage me. Пожалуйста, займи нас. We have to call Krishna. Мы должны звать Кришну. You cannot just tell yourself anybody who's engaging in service, what's the problem? Why I have to address Krishna? Мы не можем просто сказать, я буду просто заниматься служением, зачем я буду обращаться к Кришне? I just arrange the service for myself. Я просто устрою служение себе сам. Then you will not have the experience that Krishna is giving you service. И тогда вы также не будете ощущать, что Кришна на самом деле сам дает вам служение. You think someone else is giving you service. Вы будете думать, что кто-то другой дает мне служение. Or I arrange my own service. Или я сам себе служение придумываю. But we should experience that Krishna is giving you service Но мы должны ощущать то, что служение мне дает Кришна through someone else. через кого-то. That is given by Krishna. Но оно дается Кришне. And that's Krishna consciousness. И это сознание Кришны. Prabhupada writes in one purport in this way. Что Прабхупада пишет об этом в этом своем комментарии. The devotee should think in this way, Что преданный должен думать так, that the service he receives is being given by Krishna. что служение, которое он получает, дано ему Кришной. And that develops when, as more we chant Krishna's names. И это ощущение развивается по мере того, как мы больше повторяем свои круги. So much so that very advanced devotees, they think not only service, any situation is arranged by Krishna. Настолько это настроение развивается, что продвинутые преданные, они понимают, что не только служение, но любая ситуация в их жизни посылается Кришне. He perceives Lord Krishna's presence in everything. И такой преданный воспринимает присутствие Кришны во всем. In one purport, Srila Prabhupada writes that the Guru, spiritual master, has to satisfy all spiritual needs of the disciple. Please You have to show that purport at the sea. В одном комментарии Шрила Прабхупада пишет о том, что гуру, духовный учитель, должен удовлетворить все духовные потребности ученика. Because it happened many times. Нужно показать конкретно, где об этом говорится. Someone quoted Srila Prabhupada. Потому что случается очень часто, что кто-то цитирует Шрилу Прабхупаду, And then when I checked the actual quotation, но когда мы проверяем саму цитату на самом деле, it was completely different. то оказывается, что она отличается полностью. So it's always good to show, Поэтому give the reference. всегда хорошо показать, чтобы была ссылка Then I конкретная. can have Srila Prabhupada's books here, I can quickly look up. Вот у меня здесь книги Шрилы Прабхупады есть, я могу быстро посмотреть. Then I have the exact wording, and also I can see in what context the Srila Prabhupada gives such a statement. И тогда я вижу точно слова Шрилы Прабхупады и также контекст, в котором они говорятся. But just as a basic answer, Но если дать просто такой ответ в общем, spiritual master is like a spiritual father. духовный учитель подобен духовному отцу. So he certainly, his interest is to look after the spiritual needs of his spiritual disciples. И, безусловно, его
интерес заключается в том, чтобы позаботиться о нуждах своего ученика, of his spiritual daughters and spiritual sons. Позаботиться о своих духовных дочерях или сыновьях. But then what are those needs that also has to be taken into consideration? Но затем нужно также принять во внимание, каковы эти потребности. Disciples tend to think that anything is just whatever I feel, whatever I need, it is spiritual. Потому что ученики иногда могут думать, что все, что я не чувствую, или все, что мне не нужно, это все духовно. Then he expects the spiritual master to become a physician or a psychologist. И тогда он начинает думать и ожидать, что духовный учитель он должен стать также моим врачом, психиатром. Or bhakta leader, bhaktin leader. Или лидером бхакти. Or temple president. Или президент храма. Or a manager. Или менеджер. Or just a sadhu. Или просто саду. Not being engaged in anything. Он не должен быть занят ничем. Just talking about Krishna. Он только должен говорить о Кришне. They have so many expectations from the spiritual master. У них появляется столько ожиданий от духовного учителя. But what are these spiritual needs Srila Prabhupada talks about that we have to understand? И мы должны понять, каковы же потребности или каковы духовные потребности. It's not that everything is spiritual. И не так, что все или все абсолютно духовно. What the disciple might perceive as a need. Все, чтобы ученик не воспринимал как свою потребность. You follow? Do you follow? Вы понимаете, ученик? Are you still with us? Вы еще с нами? You follow? Did you understand the last one? Вы поняли последнее? The disciple might feel some need. Ученик, может быть, чувствует какую-то потребность. But it might not be a spiritual need. Однако это может быть не духовная потребность. That's my point. Вот в этом это то, чем я хочу сказать. It is not that whatever the disciple feels that the spiritual master has to supply. Не так, что все, чтобы ученик не чувствовал, что ему нужно, все это должен обеспечить ему духовный учитель. You said in your lecture that we have to do the first step when we're developing the relationship. The Vaishnava etiquette doesn't expect such a behavior from Mataji. Does it mean that the Mataji is Mataji built in herself proudness and false ego when she does in such a way? When she does it. That's one definition of philosophy. Это одно из определений этого слова философия. Knowledge of relationship between things, between people, between objects. Знание о взаимоотношениях между людьми и между предметами. And the culture is the expression of it. И сознательное выражение этих взаимоотношений. They are not two different things. Это не две различные вещи. The devotees learn the philosophy. Преданные изучают философию. But because of the previous, more or less impersonal concepts, но вследствие своих прошлых, более или менее имперсональных концепций, they think that their culture cannot be anything like before. It must be entirely different. Они думают, что их культура не может быть уже такой, как раньше, но должна быть полностью другой, иной. But the principles are the same. Однако принципы остаются теми же. Just the form might be different. Просто форма может отличаться. We wear dhotis, we wear saris, Мы носим доти, сари, etc. и так далее. But to dress, that's the same principle. You have to put something on your body. That's the same principle. Однако принцип остается тем же. Одеваться. Мы просто что-то одеваем на свое тело. That remains the same.
И этот принцип остается тем же. Like in the outside society, they have their own way of greeting each other. Как, например, в обществе вокруг нас, у них есть свой способ, как они приветствуют друг друга. Some people, they're hugging each other. Некоторые люди обнимают друг друга. Others, they slap themselves on the shoulders. Другие, они хлопают друг друга по плечам. Or in America, I have seen Или в Америке я видел. Afro-Americans, they have a very special way of greeting each other with their fingers. It's just a whole thing. Афроамериканцы, у них есть особый способ приветствовать друг друга пальцами. Это целая церемония. And it goes like this, and then the middle finger, and at the end you snap it. It's just a whole, it's amazing. То есть они сначала рукопожатием, потом за безымянные пальцы, потом они в конце концов просто щелкают пальцами. Очень целая церемония. Between devotees, the principle is the same. We greet each other. Но между преданными принцип тот же, мы просто приветствуем друг друга. Just the form might be a little different. Просто форма может отличаться. We bow down or we embrace each other like that. Мы кланяемся, либо мы обнимаем друг We друга, fold our hands. либо мы складываем руки в пранаме. So that just the consciousness, that is different. И так просто сознание — это то, что отличается. The form might sometimes be the same. Но форма может быть той же. Like, our temples, they have ceilings. К примеру, в наших храмах есть потолки. Just because we are devotees, we are living in a devotee society, that doesn't mean our temples will have no ceilings. Просто лишь вследствие того, что мы преданные, это еще не означает, что наши храмы не имеют потолков. Like a Stonehenge, you know? Есть такой Stonehenge. Stonehenge. Like we are connected with the cosmos. Там вот этот Stonehenge, там мы связаны, он означает, мы связаны с космосом. We are free. Мы свободны. We are different. Мы отличаемся. That's why we should not have any ceilings. Поэтому в наших храмах потолков не должно быть. No. Нет, это не так. So many things were made the same. Столько вещей остаются теми же. But what's the difference? Но какова разница? The essential difference. Какова существенная разница? That's the consciousness. И это сознание. So often devotees tend to think that everything should be different. If I practice Krishna consciousness, everything should be different. Часто преданные склонны думать, что поскольку я практикую сознание Кришны, то все должно быть по-другому. Especially when it comes to relationships. В особенности, когда речь заходит о взаимоотношениях. Like it is natural, for instance, that a wife feels affection to husband or husband feels affection to wife. It's natural. Как, к примеру, то, что жена привязана или испытывает любовь к мужу, или наоборот, это естественно. But as devotees, we often tend to think, no, this has to be different. Но this is Maya, this is material, this has to be different. Но как преданные мы склонны думать, что нет, должно быть все по-другому. Это майя. And then for the next 10 years, the husband tries to figure out what to do with these emotions. I feel some affection, what to do with them. Is it Maya, is it not Maya, how to handle this? И муж в течение 10 лет, он пытается разобраться, что же ему делать со своими эмоциями. У него есть эта привязанность, и он думает, что же мне с этим делать, это майя или нет. Or affection to children, that's natural. Или любовь к детям, это естественно. But again, devotees tend to think this is material. Но опять же, преданные склонны думать, что это материально. That to be attached to one's body, to be attached to anybody, that's material. Быть привязанным к своему телу или к какому-нибудь другому телу, это все это материально. And again, relationships become confused. И тогда, опять-таки, взаимоотношения становятся очень запутанными. What to do with these feelings and emotions? How shall I handle this?
что делать с этими чувствами, эмоциями, как с ними обращаться. So again, just like take for instance Mahabharata Опять же, возьмите, к примеру, Махабхарату or the Ramayana. или Рамайну. Some of you read, no? Некоторые из вас читали, не так ли? It's full of emotions, isn't it? Оно наполнено эмоциями, не так ли? If you really get absorbed in reading Mahabharata and Ramayana, you begin to shed tears. Когда вы в действительности погружаетесь в чтение Рамаяна или Махабхараты, то у вас просто слезы наворачиваются. Like it's recommended for the sannyasis not to get too much absorbed. Как для саньяси рекомендовано слишком не погружаться. Because it's very much related to a lifestyle which is not really meant for the sannyasi. Потому что это очень сильно связано со стилем жизни, который не предназначен для саньяси. But the point is, these emotions are there. Но суть заключается в том, что эмоции присутствуют. In great devotees, in eternal associates of the Lord. Они там есть, в этих вечных спутников Господа. They have emotions. Они великие преданные, у них есть эмоции. The only difference is the consciousness. Единственная разница — это в сознании. That Krishna is in the center. Что Кришна находится в центре. But otherwise it's the same. Но иначе все то же самое. Feelings are there, desires are there, emotions are there, but Krishna is in the center. Там есть чувства, там есть желания, там есть эмоции, но отличие заключается лишь в том, что Кришна в центре. Why? Почему? Why doesn't it change when we practice Krishna consciousness? Почему это не меняется, когда мы практикуем сознание Кришны? I thought it is all Maya. Я подумал, что это все майя. All these emotions and feelings and attachment is not good. It should not be there. Что все эти эмоции, эти чувства, привязанности, что это все майя, их не должно быть. I should practice Krishna consciousness like a detached yogi. И я должен практиковать сознание Кришны как отреченный йог. So just consider Arjuna. Просто возьмите, к примеру, Арджуну. He had emotions. У него были эмоции. Of course, you might argue, well, this was the problem because Arjuna was in Maya. Но вы можете, конечно, поспорить, ну да, так это же и как раз была и его проблема, он поэтому в майе был. So we should not follow that. Поэтому мы не должны следовать этому. But the difference between Arjuna and us is, Но, однако, разница между Арджуной и нами заключается в том, Arjuna was an illusion half an hour in his whole life. что Арджуна находился в иллюзии в течение получаса своей жизни. 2 times only. Всего лишь 2 раза. For half an hour on the battlefield of Kurukshetra, Полчаса на поле битвы на Курукшетре, and after Lord Krishna left this world, he had also difficulties for a short period. и после того, как Господь Кришна покинул этот мир, у него также были трудности, какой-то короткий период времени. But in any case, these were all part of the pastime. Однако, в любом случае, все это были части этой игры. But the difference between Arjuna and us, we are always in Maya. Но разница между нами и Арджуной заключается в том, что мы всегда в майе. So we cannot think that we are transcendental and Arjuna was an illusion. Поэтому мы не можем думать, что мы это трансцендентны, а Арджуна в иллюзии. We should follow the example of Arjuna. Мы должны следовать примеру Арджуны. What did he do with his emotions? Что же он делал со своими эмоциями? Did he just ignore them? Неужели он просто проигнорировал их? No. Нет. He expressed them. Он выразил: This, Lord Krishna, this is how I feel. вот так, Господь Кришна, вот так я себя чувствую. He dropped down his bow, his famous Gandhila bow. Он выпустил из рук свой знаменитый лук Гандиву. I mean, just imagine the emotion he experienced. Только представьте себе уровень эмоций, который он испытывал. Arjuna took the vow, if there's anyone who takes away from me my Gandhila bow, I will kill him on the spot. Арджуна дал обет, что если появится кто-то, кто станет причиной того, что заберет у меня лук Гандива из рук, то я убью этого человека. It will never touch the ground. Этот лук Гандива никогда не коснется земли. Such a determination, such a warrior. Он был таким воином, обладающим такой решимостью.
And yet he himself just threw it to the ground. И тем не менее он сам бросил его на землю. What strong emotions. Какие сильные эмоции. Kshatriyas, I mean the Vedic Kshatriyas, they were very, very tough people. Ведические кшатрии это были очень и очень такие достаточно глупые люди. Ready to sacrifice their lives on the spot for a righteous cause. Они были готовы пожертвовать своей жизнью прямо на месте. And yet Arjuna was weeping. И тем не менее Арджуна рыдал. So he expressed his emotion. Итак, он выразил свои эмоции. This is how I feel, Krishna. Вот Кришна, вот так я себя чувствую. And then, of course, Krishna, he made his remarks. И, конечно же, Кришна сделал по этому поводу несколько примечаний. That we have to expect. И это мы должны ожидать. Krishna was smiling. Krishna, imagine Кришна улыбался, можете себе представить. how that must feel. Каково было Арджуне видеть, чувствовать. You're in serious trouble. У вас серьезная проблема. You reveal your mind, Вы открываете свой ум, your feelings, your emotions, свои эмоции, чувства, and the other person just smiles at you. а другой человек он просто улыбается. Heavy. Это тяжело. But that was part of helping Arjuna in that condition. Однако это и было частью помощи Арджуне в этой ситуации. That was the relationship between Krishna and Arjuna also. Таковы были взаимоотношения между Кришной и Арджуной также. But my point is, Arjuna expressed, he manifested his feelings. Однако то, что я хочу сказать или подчеркнуть, что Арджуна выразил свои чувства, эмоции свои, Rather ignoring it. но не проигнорировал их. So that example we can follow. И вот этому примеру мы должны следовать. And then accept the rectification И затем он принял поправление or purification. или очищение. And just see how Krishna, he was so considerate. Только задумайтесь над тем, насколько чувствителен был Кришна, And he took into consideration place, circumstances. что он учел время, место, обстоятельства. It was not easy in the beginning. Вначале это не было легко. As Arjuna, he gave his arguments. Арджуна привел свои доводы, But then eventually Arjuna understood. но постепенно Арджуна понял, And he became again inspired, и он снова был вдохновлен, and the rest you know. а остаток не знаем. That's the process. Таков процесс. To express, to become purified, Выразить свои чувства, очиститься, or if necessary, become rectified. или если это необходимо, то чтобы нас поправили. It's not that all our feelings or emotions are wrong. Не так, что все наши эмоции или все наши чувства неверны. Some might be right, И некоторые могут быть правильными. and we receive confirmation. That's inspiring. И мы получаем подтверждение, и это вдохновляет нас. Others might be wrong. Но другие могут быть неверными. Then we learn, we become rectified. Oh, I see. Yes. И тогда нас поправляют, и мы знаем, да, вот это так. By that we become inspired. И таким образом мы получаем вдохновение. But to keep these feelings within ourselves, that is not inspiring. Но просто держать эти чувства в себе, это неправильно. Another point is, the question I raised is, why are these things, why do they exist at all? Feelings, emotions, relationships. Другой вопрос заключается в том, что почему вообще все эти эмоции, чувства, почему они вообще существуют? Because they all originate in the spiritual world. Потому что источником им является духовный мир. In this spiritual world, the spiritual world is full of rasa. Rasa means the taste. Spiritual taste can derives from a particular relationship. That means rasa. Духовный мир, он наполнен расой. Раса означает тот вкус, который мы получаем от взаимоотношений. Mother Yashoda, she has her particular relationship with Krishna.
Мама Ишода, у нее есть свои особые взаимоотношения с Кришной. And she experienced a particular rasa, taste, spiritual taste, humor from that relationship. И она испытывает определенную расу, определенный вкус от этих взаимоотношений. Because of her devotion to Krishna, her service to Krishna, her relationship with Krishna, she draws out that rasa. Вследствие ее привязанности к Кришне, ее отношения к Кришне, она получает особый вкус от этого. And Nanda Maharaj different, the gopis different, cowherd boys different. И Нанда Махарадж получает другую расу, другой вкус, гопи другой, пастушки другой. It's practically unlimited relationships existing in the spiritual world with Krishna. Практически в духовном мире существует безграничное количество взаимоотношений с Кришной. And they simply reflect in a perverted way in this world. И они просто извращенным образом отражаются в этом материальном мире. So one might ask, in what rasa is Lord Krishna? И человек может задать вопрос, так в какой же расе находится Господь Кришна? And the answer is, there's no rasa. И ответ – нет расы. Krishna is rasa. Потому что Кришна сам является расой. He is the very object of everyone's relationship. Потому что Он является объектом взаимоотношений каждого. Raso, Vaisaha, there are so many different Vedic statements. Например, раса, вайсага. Существует очень много подобных ведических утверждений. That Lord Krishna is rasa. Что Господь Кришна и является расой. He is the fountainhead, the very embodiment of any relationship. Он источник и воплощение всех взаимоотношений. Akila Rasamrita Murti, the Murti means embodiment or the reservoir. Акила Расамрита Мурти. Мурти означает воплощение. So that is Lord Krishna's position. Таково положение Господа Кришны. Everybody is related to Krishna. Все связаны с Господом Кришной. And Krishna reciprocates. И Кришна отвечает. That is Krishna's position. Таково положение Кришны. That is not our position. Это не наше положение. We are related to everyone in an active way. Мы связаны с каждым человеком активным образом. But Krishna is being approached. Но Кришна – это тот, к кому обращаются. Our position is to approach. Наше положение заключается в том, чтобы обращаться. Krishna's position is to be approached. Но Кришна, его положение заключается в том, что это тот, к кому обращаются. And when Lord Krishna is being approached in a proper way, И когда к Господу Кришне обращаются должным образом, full of devotion, full of love, с полными, то есть чувствами полной преданности, любви, then he's reciprocating. тогда он отвечает взаимностью. Then he's also approaching the devotee. И тогда он также обращается к преданному. He is approaching the devotee so much that he just becomes overwhelmed. Он настолько сильно делает это, когда он обращается к преданному, что преданного просто переполняет чувства. Like the famous incident Srila Prabhupada told about his own father. Как этот знаменитый случай, который рассказывал Шрила Прабхупада о своем отце. He said that when Prabhupada was a young boy, that God has 10 hands. Он сказал тогда, когда Шриле Прабхупаде было всего лишь 10 лет, он сказал, когда он был маленьким, и отец ему сказал, что у Господа есть 10 рук. So you cannot hold anything back in front of God with your 2 hands. Поэтому ты ничего не сможешь удержать от Господа своими 2 руками. You hold something in your 2 hands, but God has 10 hands, you can easily take it away. Ты можешь попытаться держать что-то своими 2 руками, но у Бога у него 10 рук, поэтому он легко у тебя заберет это. Or if He wants to give you something, Или же если он хочет дать тебе что-то, with His 10 hands you only have 2, you're just overwhelmed. и своими 10 руками, а у тебя всего лишь 2, то тебя просто переполнит. So that is Krishna's position. Таково положение Кришны. It's not that He is just being approached and that's it. Это не таково его положение, что он лишь тот, к кому обращаются. He's also approaching.
он также обращается, reciprocating with the devotion, service and love of his devotee. отвечая на взаимоотношения и любовь и служение своего преданного. Then he's also making steps forward. Тогда он также делает шаги вперед. But we always have to make the first steps. Однако мы всегда должны сделать шаг первым. We have to endeavor. Мы должны прилагать усилия. We have to try. We have to approach Krishna. We have to render service. Мы должны попытаться, мы должны обратиться к Кришне, мы должны совершать служение. We have to develop our love for Krishna. Мы должны развивать свою любовь к Кришне. And then Krishna begins to reciprocate. И тогда Кришна начинает отвечать нам. Hare Krishna. So I think the rest we can spend with answering some questions. Я думаю, что when she's trying to develop relationships. We talk about different relationships, and many different types of relationships. Мы говорим Вы говорили в лекции, что мы сами должны делать первый шаг в построении отношений. Вайшнавский этикет не предполагает такого поведения от матаджи. Означает ли это, что матаджи укрепляют в себе гордость и ложное эго таким образом? If a girl or woman wants to have a friendly relationship with another girl, another woman, if they want to be friends, of course she makes first step. Мы говорили о разных взаимоотношениях. Когда, например, какая-то матаджи хочет завести дружбу с другой матаджи, то тогда, безусловно, она должна делать первый шаг. But if she wants to marry, но если она хочет выйти замуж, then the first step looks a little different. То тогда этот первый шаг выглядит несколько иначе. The step is natural. Step has to be there. Something has to be expressed. Этот шаг, это естественная вещь, просто он может быть выражаться в разных вещах. It's natural. They're going to express it in a certain way. Это естественно, просто он должен быть выражен определенным образом. To the mother or parents or grandmother. Это должно быть высказано либо матери, либо отцу. They start to ask certain questions. Они начинают задавать определенные вопросы. And they immediately understand, oh, now it's time to marry. И тогда они немедленно понимают, да, настало время выдать ее замуж. So that step is there. Итак, этот первый шаг присутствует. But in a particular way. Однако он присутствует определенным образом. Not by walking around and trying to make different steps to different boys. Не так, что эта матаджи ходит там везде и пытается делать этот первый шаг напрямую к мужчине. That's not good. Это не работает. Because the danger is that it will be exploited immediately. Потому что опасность заключается в том, что эта матаджи немедленно просто будут эксплуатировать. But this step should be made. Однако шаг должен быть сделан. Sometimes young Madhajis, they think they're also afraid of that step. Иногда молодые девушки, они также, на самом деле, они боятся этого шага. It's Maya, illusion, don't show any emotions. Это майя, это иллюзия, не нужно проявлять никаких эмоций. I will never marry. Я никогда не выйду замуж. We heard this so many times. Мы слышали это много раз. I will never marry. Я никогда не выйду замуж. I only marry Krishna. Я выйду замуж только за Кришну. Good luck. Удачи. There are exceptions. Конечно, есть исключения. It might be related to previous lives experience or whatever, but exceptions might be there. Они могут быть связаны с каким-то опытом прошлой жизни. So we cannot entirely dismiss such an expression. Мы не можем полностью отвергнуть такое выражение чувств. That should be respected, all right? If this is your feeling. Это нужно уважать, если таковы ваши чувства. But in case you change your mind, но в случае, если вдруг ты поменяешь настроение, no, I will never change my mind. Нет, я никогда не изменю свое настроение.
The day before yesterday, you told that we have to express all our emotions. How to all our emotions. How to properly express so that in such a way there will be no familiarity. Everything in the context of our Vedic culture, Krishna conscious culture. Вчера вы говорили о том, что нужно выражать все свои эмоции. Позавчера. One very important point. Один важный момент. Again related to household life. Опять же, связанный с семейной жизнью. It is considered to be not proper if the wife, for instance, constantly expresses her emotions to the husband. Это неправильно, когда жена постоянно выражает свои эмоции мужу. I don't like this, I think this is wrong, I think this is not good. He just becomes overwhelmed. Я думаю, что вот это неправильно, вот это неверно. Он просто, это просто переполняет мужа слишком. Too much for him. Для него это становится слишком. He also begins to lose respect for his wife. И он тогда тоже теряет уважение к жене. Because he begins to think she's only criticizing, not respecting what I'm doing. И он начинает думать, что она просто критикует меня постоянно, и она не уважает то, что я делаю. He loses respect. И он теряет уважение. He wants to avoid that kind of association. He comes home a little later, half an hour later, next day 1 hour later. И тогда он начинает избегать, и он начинает приходить домой все позже и позже, на 1 час позже, еще позже. Begins to seek other relationships. И он начинает искать каких-то других отношений. He feels more supported. Где он чувствует себя, чтобы больше поддерживать. So in the Vedic culture, if the wife has some kind of complaints, в ведической культуре, если у жены появляются какие-то жалобы, that's her feeling, that's her emotion, таково ее чувство, таковы ее эмоции. She goes to mother, grandmother, она отправляется к маме или к бабушке, or grandfather, или к дедушке. So because they have experience, потому что у них есть опыт. They listen very carefully. И они слушают очень внимательно. Okay, my dear daughter, what's the complaint? Хорошо, моя дорогая дочь, в чем жалоба? And then she expresses her feelings and thoughts. И затем она выражает свои мысли или какие-то жалобы. And they know how to listen very patiently because they want to help. И они знают, как слушать терпеливо, с терпением, потому что они хотят помочь. All right, I will talk to your husband. Хорошо, я поговорю с твоим мужем. Thank you. Спасибо. And they know how to talk to the husband. И они знают, как говорить с мужем. They have a different relationship. Потому что у них другие взаимоотношения. So that is much better. Тогда это гораздо лучше. Than expressing all your thoughts and feelings and emotions directly. Чем просто выражать все свои эмоции и чувства напрямую. You talk about the position which will give you strength. What we should pay attention, first of all, I already don't understand. You were talking about the position in which we can feel strength. Then the question, to what should we pay attention? First of all, when we're trying to choose the position, how can when we're trying to choose our position, then what we should pay attention
First of all, we have to pay attention to what kind of things when we're trying to choose our position. Because sometimes we can just mistake our attachments. Depends. Это человечество в своем положении, которое даст нам силу практиковать. On your situation. On your situation. Oh, okay, yes, you can say that. На что стоит в первую очередь обращать внимание в выборе положения и как не спутать привязанности свои, которые заставляют нас занять определенное положение. Прежде всего, Ready? Yes. It depends on your situation. Are you living in a temple, in an ashram or not? Are you living at home? Do you have some occupation? Это зависит от того, каково ваше положение сейчас. Живете вы в ашраме или дома? Are you single? Are you married? Женаты вы или одиночка? All these considerations are there. То есть все эти вещи необходимо учесть. To see how to place yourself in a strong position. Для того, чтобы понять, как поместить себя в правильное, сильное положение. But as a basic answer, Но если говорить о таком ответе в целом, we always feel strong when we are in a position which is suitable to our own nature. мы всегда чувствуем себя сильными, когда мы находимся в положении, которое соответствует нашей природе. When you can do things you feel competent about. Когда вы делаете те вещи, в которых вы компетентны. When you know how to do something, when you're expert in something. Когда вы знаете, как делать что бы то ни было. You feel strong. Тогда вы чувствуете себя сильным. Is it not practical? I mean, it's a practical thing. Разве это не практично? Это очень практичная вещь. You're expert in something. You're good. Вы опытны в чем-то, вы хороши в этом. You feel strong. Тогда вы чувствуете себя сильным. You're competent. Потому что вы компетентны. It might not be like that in the very beginning. Может быть, это не так с самого начала. But you can develop it. Однако вы можете развить это. Maybe beginning your position might be not so strong, weak. Может быть, вначале ваше положение не такое сильное, But then you learn. но затем вы научитесь. And then you become expert. И тогда потом вы становитесь уже опытным. Then you feel strong. И тогда вы чувствуете себя сильным. So don't just reject any position you don't, in the beginning feel strong or comfortable about. Don't do this. Поэтому не отвергайте сразу то положение, в котором вы, может быть, себя не чувствуете сильным или вы не чувствуете себя здесь комфортно. We can always learn. Мы всегда можем научиться. Although it might not be seem so comfortable in the beginning. Хотя, может быть, вначале это не кажется настолько комфортным. But when we talk about in a long range about some engagement. Но если заходит речь о занятии чем-то на долгом, длинном промежутке времени, You're supposed to do for many years or even the rest of your life. Что-то, что вы должны делать очень много лет или даже до конца своей жизни. Then one very strongly has to consider one's psychophysical condition or nature. Тогда человек должен очень четко осознавать свое психофизическое состояние. Is my nature primarily Brahminical? Является ли моя природа главным образом браманической? Or does it more fall into the category of being an administrator, Или может organizing things, managing things? Она попадает больше в категорию администратора, человека, который организует что-то. Like that. Как вот так вот. But in some cases it doesn't matter. Но в некоторых случаях это не имеет значения. They're ready to do any service for Krishna and they feel happy about it. Они готовы делать служение для Кришны, и они счастливы. These are rare souls. Это, конечно, редкие души, But they do exist.
но они существуют. They jump into action for anything. Они сразу приступают к действию в любом случае. This has to be done. Yes, I do it. Вот это нужно сделать. Да, я сделаю это. Anything. Все, что угодно. Anything for Krishna. Все, что угодно для Кришны. I'm ready to do it, although it might be difficult, it doesn't matter. Я готов делать это, хотя, может быть, это и трудно, не имеет значения. I want to serve Krishna. Я хочу служить Кришне. That's the very, very high level. И это очень высокий уровень. That cannot be imitated. Это невозможно имитировать. Better is to be engaged according to your nature. Лучше быть занятым в соответствии со своей природой. And then feel strong in that position and strong in that engagement. И затем чувствовать силу в этом положении, в этом занятии. And create some nice results for Krishna. И таким образом можно создать прекрасные результаты для Кришны. Like many devotees, they tend to think that to deal with money, profit making, this is all mundane material. Как некоторые преданные они склонны думать, что делать деньги, зарабатывать деньги, это все очень мирская деятельность. But they might be competent. Но они могут быть при этом компетентными. Better is do that. You're competent, you know how to do it. Поэтому лучше делать это, потому что вы компетентны, вы знаете, как делать это. And then support our various projects. We have so many projects to be financed. И затем поддерживать огромное количество проектов, которые у нас есть. I have the feeling too many devotees think that they are not righteous. У меня есть чувство, что многие преданные, они думают, что они не вайши. Otherwise we wouldn't have so many financial problems. Потому что иначе у нас бы не было так много финансовых проблем. This is your competence, your nature. Это ваша компетенция, это ваша природа. Do it for Krishna. Делайте это для Кришны. And help support the movement. И тогда помогайте, поддерживайте движение. It's required for any society to function. It is required. It must be done. Для любого общества, чтобы оно функционировало, это необходимо. If you feel like you're a teacher, или если вы чувствуете себя учителем, any subject matter you can grasp very quickly and you can teach. Когда человек очень соответственный, он очень легко может сразу понять, в чем дело, он может преподавать это. Do it, become expert, do it. Тогда станьте искусными, делайте это. Let us not just sit and wait. Не просто сидите и ждите. Let's see what will happen next year. Ну, давайте подождем, что в следующем году произойдет. This year, was a little bit boring. Да, этот год прошел несколько скучновато. Let's see what will happen next year. Надо посмотреть, что в следующем произойдет. Step forward, step forward. Выступайте, делайте шаг вперед. Don't wait. Не ждите. Nothing will change. Ничто не изменится. But if you step forward, но если вы делаете шаг вперед, you make an endeavor. Вы прилагаете усилия. You get into action and doing things. Вы приступаете к действию, вы делаете что-то. Then the situation will change. Тогда ситуация будет меняться. Then it will not be boring anymore. И тогда это уже не будет скучно. Because you will create so many results for Krishna. Потому что вы добьетесь множества результатов для Кришны. It is not a criticism, but sometimes I feel that many devotees are in a waiting mood. Я не хочу критиковать, но иногда я чувствую, что многие преданные, они пребывают в таком настроении ожидания. Life is short, we don't have eternity. Жизнь коротка, у нас нет вечности впереди. So in this lifetime, let us do something substantial for Krishna. В этой жизни давайте попытаемся сделать что-то существенное для Кришны. Something we can also feel proud about. Нечто, чем мы сможем гордиться. See, this is what I did for Krishna. Посмотрите, вот это я сделал для Кришны. Don't expect others to do it. Не ожидайте, что другие сделают это. You do it. Вы сделаете.
If a person is too much emotional, too emotional, and he's happy too much about something, or he's too much, he feels expressing too much happiness about something, or anger about something, and this may disturb others, and also it doesn't look very well. Are there any limits in expressing the emotions? In expressing limits? Yeah. Если человек слишком эмоционален, слишком сильно радуется или гневается и так далее, это может вызвать беспокойство у других. И выглядит это не очень воспитанно. Есть ли какие-то рамки выражения эмоций? There's certain personalities coming to my mind. Мне на ум приходят некоторые личности. Over-expressing one's emotions. Они слишком выражают сильно свои эмоции. It's so nice to see you. Так замечательно видеть вас. Please accept my humble. So yeah, it doesn't look very well. Да, не слишком хорошо выглядит. So what are the limits? Какие еще пределы? Limits are common sense. Границы — это просто здравый смысл. But again, different people have different natures. Но опять же, у разных людей может быть разная природа. Some people think that the whole world is just one big theater. Некоторые люди, они думают, что весь мир — это просто большой театр. I play my role, you play your role. Я играю свою роль, вы играете свою роль. But the reality looks a little bit different. Однако реальность выглядит несколько иначе. Yeah, so certainly there are some limits. Да, но, несомненно, есть определенные границы. So there's just a general observation should be there. How do generally people behave? Просто нужно немножко наблюдать за людьми, как они обычно себя ведут. Not good to think that I'm the standard of behavior. Нехорошо думать, что я являюсь эталоном поведения. Let us see how other devotees, especially senior devotees, how do they behave? How do they act? Надо просто посмотреть, как себя ведут старшие преданные. And Srila Prabhupada was not like that. Шрила Прабхупада также себя не вел. Overly expressing. Слишком он не выражал свои эмоции. Sometimes yes. Да. If there are very strong spiritual emotions, it might happen. Если это очень сильные духовные эмоции, тогда это может произойти. But generally, a Vaishnava does not express his spiritual emotions. He doesn't do that. Однако обычно вайшнав не выражает свои эмоции духовные. They're considered to be his private parts. Потому что такие эмоции считаются сокровенными темными частями. He doesn't want to cheaply display them. И он не хочет их дешево проявлять на людях. To impress people. Чтобы просто впечатлить людей. To get followers. Чтобы заполучить последователей. But sometimes it might happen. Но иногда это может произойти. One time Srila Prabhupada was walking down the stairs. Однажды Шрила Прабхупада спускался по лестнице. Then he stopped. И затем он остановился. And he made it pirouette, you say? Pirouette, like turning around. И затем он так развернулся по оси. And then he said, Krishna consciousness is so nice. И он сказал, сознание Кришны так замечательно. But you didn't see this all the time, no? Но вы не видели это постоянно. So if someone is, overly expressed, that means the person might have some need for attention, a very strong need for attention. Поэтому если человек слишком сильно выражает свои эмоции, то, может быть, просто у него есть очень сильная потребность в том, чтобы ему уделили внимание. Too strong desire to get attention.
слишком сильное желание просто привлечь к себе внимание. So that's disturbing in the society of devotees naturally. Тогда это естественно беспокоит общество преданных. Because devotees want to give attention to Krishna. Потому что преданные хотят уделять свое внимание Кришне. So the limit is, the general behavior of Vaishnavas. That's the limit. The general behavior. Поэтому границами является общее поведение вайшнавов. Вот таковы границы. But we are also different persons. Но мы также разные люди. It's not that everybody should exactly behave and express himself the same way. Не так, что каждый должен действовать совершенно одинаково. When the kirtan is a little bit blissful, Когда киртан немножко достигает какого-то блаженства, exactly at the same time everybody raises his arms, немедленно, в одно и то же самое время все поднимают руки. and exactly at the same time, И в точности в одну и ту же секунду все опускают руки. and simultaneously everybody goes Hari Bol. И все одновременно кричат «Харибол». No, we are individuals. Нет, мы индивидуальности. Somebody might say Hari Bol, and then another one 5 minutes later Hari Bol. Кто-то может закричать «Харибол», а кто-то может закричать «Харибол» через 5 минут. We are individuals. Мы личности. Someone might raise his arms, someone not. Кто-то может поднять руки, а кто-то может нет. We have different experiences, different feelings. У нас есть разный опыт, ощущения, разные чувства. So devotees might behave in a different way. Поэтому преданные могут вести себя по-разному. But if someone is really overly expressive, Но если человек слишком, так сказать, выразителен в своих then чувствах, it's not a normal behavior. то это может быть ненормальное поведение. And one has to find out what's the cause. Тогда человек должен разобраться, в чем причина. The last question, Последний вопрос. then we come to an end of our seminar. When we are associating with different people, we put on ourselves different masks of false ego, different pictures. Маска, кто? We're disguising ourselves in different types of false ego. How to find yourself and how to understand what you are actually. Общаясь с разными людьми, мы надеваем различные маски ложного эго. Как найти себя и понять, кто же ты на самом деле? Naturally, by associating with the advanced devotees, senior devotees. Естественным образом это происходит, когда мы общаемся с старшими преданными. They know. Они знают. That's your false ego. Да, вот это твое ложное эго. You're hiding something. И ты просто прячешь что-то. And they know. Они знают. So association with the advanced devotees is essential and important. Поэтому общение с старшими преданными существенно важно. Like when children, when they associate with each other, Как, например, дети, когда они общаются друг с другом, they can play so many games and say so many things. они могут играть разные игры, говорить что-то. But when they come home, Но когда они приходят домой и возвращаются, in front of the parents, they cannot do that. то перед родителями они уже не могут этого делать. And the parents know. Потому что родители знают. So like that, association with advanced devotees is essential. И таким образом общение со старшими преданными очень существенно важно. And of course we have a constant association, 24 hours a day, with Srila Prabhupada. И, конечно же, у нас есть общение, мы можем общаться с Шрилой Прабхупадой 24 часа Through his teachings and example. в день, через его наставление, через его пример. So by associating with Srila Prabhupada, you become more and more aware of your shortcomings, of your false ego, of your misunderstandings, of your illusions.
И общаясь с Шрилой Прабхупадой, вы очень хорошо начинаете осознавать, в чем, кто вы, в чем ваши ошибки, в чем ваше ложное эго. And additionally, of course, we take help from advanced devotees in Europe. И вдобавок к этому мы также нуждаемся в помощи со стороны старших преданных. So I'm very happy that I have your association. Я был очень счастлив получить ваше общение. You're a very kind audience. Вы очень добрая аудитория, Very patient. очень терпеливая. You didn't throw any rotten tomatoes on the stage. Вы до сих пор не кинули никаких гнилых томатов на сцену. Grateful for that. Я очень благодарен вам за это. And I sincerely